Самая Молдова. Молдова всю дорогу была, там сейчас тоже выборы идут. Майя Санду, проевропейский, пронатовский кандидат, опережает, но представитель Социалистической партии Молдовы, за которым стоит Дадон, наиболее пророссийский президент Молдовы. А Стояноглу, он очень неплохие баллы набрал. И вот у меня вопрос к молдаванам, которые за него голосовали. Дорогие друзья, это ваше внутреннее дело, вы сами принимаете решение. Но смотрите, а как Российская империя всю жизнь использовала Молдову? Как трамплин. Прусский поход Петра. Трамплин, плацдарм для нападения на Турецкую империю. Екатерина, Потемкин, Советский Союз всегда рассматривал Молдову как трамплин, прыжок к тем же самым заливам, заход на Балканы и так далее. Вы России думаете нужны в качестве кого? Мирного, тихого, спокойного, зажиточного государства? Вы понимаете, что Приднестровская группировка с 16 года в учениях рассматривается как третий армейский корпус в дополнение к первому в ДНР и второму в ЛНР для нападения на Одессу. Молдова идеальный плацдарм для нападения на Одессу. Идеальный плацдарм. Он с 16 года в учениях рассматривается. Там уже несколько лет не может ротироваться контингент в блокировке. Да. Представьте себе, что победит. Ну, например, сейчас Санду победит, но в парламент Россия кинет там $500 миллиарда, подкупит голоса, устроит карусель, как она всегда делает, и парламентское большинство наберет, а Молдова это парламентская республика, наберут сторонники союза с Россией, сторонники социалистической партии, ее деривативов и этот самый. Вы за них возьмете и проголосуете. Первое. У вас резко повышается военная угроза. Сразу. Второе. Резко повышается возможность того, что Россия сделает Молдову плацдармом для враждебных действий против Украины и против Румынии одновременно. Вы сразу подвергаетесь угрозе чего? Того, что и НАТО, и Украина будут вынуждены на это реагировать, если будет угроза Одессе, и втягивать вас в соответствующие реалии. И так далее. И вы хотите избрать судьбу кого? В этом случае, когда вы за это все голосуете. Сам Стояноглу симпатичный и очень спокойно размеренный человек. Он вызывает большую личную симпатию, за него поэтому голосуют. Но подумайте о перспективах. Не будьте как украинцы. Вот я вас, как наших ближайших соседей, заранее предупреждаю. Подумайте хотя бы на 2 шага вперед, куда это все ведет. Победа пророссийских сил в парламенте, например, за которую вы же проголосуете. Уровень военной опасности для вас резко возрастает. Возможность быть втянутым в войну резко возрастает в том или ином варианте. Новые процессы в Приднестровье и усиления россиян возрастает. Вы не нужны Российской Федерации в ином варианте, как плацдарм для враждебных действий против Украины и против Румынии. И то, что вы хотите, спокойствия, порядка, безопасности, вы прямо проголосуете за что? За противоположное. Но не делайте эти ошибок, посмотрите на нас, мы это уже все сделали. Единственный выход ваш, в вашем случае, пользуясь, что у вас есть Румыния. Вообще по поводу вступления в Евросоюз и НАТО. Туда вступили страны в свое время, только те, которые имели папу среди уже государств НАТО. Например, Польша таким была для Прибалтики, для стран Балтии. Для Молдовы это Румыния, а у Грузии и Украины папы нет. У Грузии нет папы, а мы вообще конкуренты. По агропродукции, по всему остальному. Но вопрос, опять же, к украинцам, к соотечественным. Вот когда нас было 45 миллионов, и Крым был наш, и нас не приняли в Грузию. И мы не вели не в Грузию, говорю, и нас в НАТО, и в ЕС. Когда мы не вели войну, нас не приняли цельным, сильным, способным государством, куда более дееспособным, чем сегодня. Вы думаете, что нас без Крыма с оккупированными территориями в состоянии войны и опустошенными примут туда? Вы всерьез так думаете? Поэтому, уважаемые грузины, уважаемые молдаване, уважаемые украинцы, просто думайте о последствиях. Хотя бы не на 1 ход, а на 2 хода вперед. На 2 хода вперед. И я очень не хочу, чтобы Украина предпринимала какие-то действия, тем более вооруженным путем против Молдовы. Молдова маленькая, симпатичная страна. Наш сосед, который принял огромное количество наших беженцев, которые живут в Молдове, помог, помощь выделяет. Где много людей, граждан Украины. Мы с 2 паспортами. Мы не хотим, я очень бы не хотел, чтобы пошла речь о том, что Украина вынуждена будет принимать какие-то меры, давайте назовем деликатно, безопасности. А это неизбежно, если вы проголосуете за пророссийский курс в Молдове и выберете в парламент или президентом сторонников союза с Москвой. Давайте этого избежим.
Вот чего мне точно не хочется, чтобы со стороны Украины или НАТО уходило, исходила угроза Молдове. А это неизбежно практически в случае подобного вашего голосования. Это мнение вашего доброго соседа, человека, который всегда любил Молдову и очень искренне желает добра жителям Молдовы. Слушай, И благодарен за прием наших беженцев. сигнал максимально четкий. Максимально четкий. Я так понимаю, третий кандидат, усатый, он не поддержал никого, да? Он вышел в нейтралитет. Мы с ним беседовали, его обвиняют в пророссийскости, но он скорее такой, в хорошем смысле, изоляционист-центрист, который за Молдову как отдельную спокойную, сильную страну, которая типа ни туда, ни в ЕС, ни НАТО, ни это сам. Я на этой позиции не стою, я его понимаю, но моя позиция это Молдова, союз с Румынией максимально тесный, с ЕС и НАТО и с Украиной, соответственно. Это единственный выход, по-моему, сегодня для Молдовы. Потому что мы еще можем говорить про какую-то политику многовекторности сложную, там, динамическую, но Молдова только один вариант. Тем более, что у Молдовы есть папа, Румыния. Молдова имеет реально все шансы вступить в ЕС и НАТО и навсегда закрыть тему с безопасностью. А вот в нашем случае у нас папы нет, мы конкуренты. Слушай, относительно позиции... Как и у Грузии, кстати, нет. Да.